Всем здорово, чуваки, вы на канале Мишарин, меня зовут Сергей. Ролик с беспроводным вот этим вот HDMI набрал уже 19 тысяч просмотров. Это очень здорово, очень круто. Я так понял, вам нравятся какие-то интересные приспособы, интересные мои покупки, которые помогают в видеосъемке. Поэтому в этом видеоролике я вам расскажу про свою очередную покупку. Как вы можете заметить, сейчас на меня не очень-то приятный свет падает, потому что мне пришлось избавиться от моего софтбокса с лампами, который здесь меня освещал до этого. И сейчас я пока временно поставил сюда вот такую вот палку, тоже на Алиэкспресс покупал за 180 рублей. В общем, я еще сделаю целый ролик о каких-то прям супер бюджетных покупках, и которые мне помогают при создании видео. Вот. Ну и не только там, просто для удобства, именно для организации пространства, проводов там и прочего. Это еще в будущем, но сейчас мы поговорим про свет, который я приобрел. Он находится вот в этой коробке. Фирма вообще неизвестная, ZSYB, я не знаю, наверное, как-то так читается. Это свет со стандартным байонетом Bowens, очень компактный, который стоит совсем недорого. И это был самый бюджетный вариант, который предоставляет хорошую комплектацию. Биколорный свет, то есть он имеет как холодный оттенок, так и теплый, можем переключаться. Ну и в целом дальше я вам все расскажу. Поэтому погнали к распаковке. В общем-то, я приобрел этот свет, потому что мне он, в принципе, необходим для того, чтобы сделать какую-то приятную, красивую картинку, для того, чтобы освещать себя и выглядеть красиво в кадре, так скажем. На картиночке свет выглядит вот так вот, в целом в коробке он такой же, но, конечно же, хочется посмотреть его в реале. Давайте открываем коробку, смотрим, что у нас тут. В целом в коробке нас встречают такие комплектующие, как блок питания. Вот такой вот, но единственный минус у него в том, что розетка вот такая вот, не нашего стандарта, но это не проблема. Далее у нас имеется рефлектор вот такой вот. В целом он мне вообще не понадобится, но может быть кому-то очень даже будет неплохо его использовать. Какие-нибудь фильтры сюда насадить поверх и так далее. Далее идет вот такая вот ручка. Очень прикольная штука, потому что свет вы можете прям удобно держать в руках. Он также насаживается на какую-нибудь стойку, а сама ручка прикручивается при помощи болта 1/4. Также в комплекте имеется пультик, вот такой вот, вполне себе понятный, все здесь наглядно видно, включение-выключение, переключение цвета от холодного к теплому, яркость увеличения, здесь есть эффекты различные, такие как, не знаю, там молнии, телевизор, вспышки и так далее. Ну и сам свет, который выглядит вот так. Сразу хочу сказать о том, что свет я купил за 4900 с чем-то рублей, то есть в целом этот свет очень даже бюджетный, настолько бюджетный свет, наверное, вряд ли можно найти. Есть, конечно, дешевле, что-то там я за 3500 видел, но у него есть некоторые минусы по сравнению с этим светом. Как вы можете заметить, свет имеет изначально вот такую защиту самого светодиода. Сам светодиод выглядит вот так вот. Имеется стандартный байонет Bowens, на который можем, в принципе, любой подходящий софтбокс, октобокс и так далее сюда насаживать. Имеется резьба 1/4, что очень прикольно. Можно сразу вкрутить его на штатив. То есть не обязательно иметь вот эту ручку. Просто накручиваем на штатив и, пожалуйста, можем пользоваться. Да, кстати, друзья, если вам что-то интересно и вы хотите мне задать вопрос, в Телеграме, пожалуйста, пишите в комментариях необходимые вопросы. Я буду на них отвечать. Потому что периодически я туда снимаю видео с ответами. Может, что-то по технике вам интересно. Поэтому ссылочка на Telegram будет в описании. Ну и также могу сказать, что про этот свет я снял коротенькое видео в свой Telegram-канал уже где-то недели 2 назад. А ролик решил этот записать только сейчас. Поэтому следите за Telegram-каналом. Периодически выходит что-то гораздо раньше, чем на этом канале. Так что увидимся в Telegram. Ну и также большим плюсом является то, что здесь можно устанавливать NPF батареи. Батареи стандарта Sony. То есть, как вы знаете, NPF, популярные батареи. Они есть разных объемов. Сюда можно установить 2 штуки и, пожалуйста, использовать вот так вот, накрутив сюда ручку. Мы можем пользоваться этим светом, держа просто вот так вот его за ручку. И, пожалуйста, очень удобно. Если кому-то дать подержать, например, с софтбоксом, используя батареи, естественно. То есть никаких проводов. Все, пожалуйста, на улице где-то поснимать. Очень компактный. Честно говоря, за эту цену я не видел ни один свет, на который можно установить какие-либо батареи. Ну и еще одним плюсом этого света является то, что здесь есть вход 2,5, насколько я знаю, вроде правильно, DC, то есть питание. Можем, например, взять какой-нибудь вот такой вот стандарта 2,5 провод и воткнуть сюда, а другой конец просто втыкать, не знаю, там, в V-mount батареи, да. У меня, например, есть площадка V-mount с V-mount батареей, и сюда мы можем втыкать 12-вольтовый вход и, пожалуйста, пользоваться также этим светом, не прибегая к какой-то розетке. Ну и получается вот два основных отличия этого света от более дешевого, там, за 3500. Дешевле, по-моему, нет. Пожалуйста, плюсы. NPF 2,5 вход для того, чтобы питаться. И не у каждого света есть резьба 1/4, что очень
очень удобно накрутить на штатив. Не нужно иметь стойку отдельно покупать вам. Вы можете просто накрутить сразу на штатив этот цвет. Я считаю, что очень даже прикольно, очень даже удобно. Если у вас есть стойка, пользуйтесь вот такой ручкой. Получается вот размером с ладошку вот такой вот кубик. Очень легкий, кстати, очень прикольный. Внутри имеется кулер. И он, кстати, очень тихий. А еще, судя по картинке с AliExpress, можно подрубить приложение, но я так и не понял, как это сделать. Итак, как я уже сказал, у меня есть NPF батарея. И чтобы сейчас не мучиться с розеткой, не подрубать как-то длинный провод, я просто воспользуюсь своей NPF площадкой. Пожалуйста, подрубаем 12 вольт. Один сюда и другой в свет. Да, кстати, еще хотел сказать о том, что здесь имеется переключатель. Как вы видите, слева единичка, в середине нолик, справа двойка. Нолик — это означает, что свет у нас выключен. Единичка означает, что мы используем питание от света именно от одной батареи NPF. Ну, а двоечка, естественно, означает то, что мы используем две батареи NPF сразу. Вот. Ну и двоечка также включает свет от какого-либо питания. То есть, если, например, я сейчас включу единичку, ничего не произойдет. Ну, а двоечка включает свет полностью. Пожалуйста, вот, сейчас свет работает, и вы сейчас можете услышать, насколько он сильно шумит. Я не знаю, как вы слышите, давайте поднесу к микрофону. То есть могу сказать о том, что свет очень тихий. Еще большим плюсом является то, что, как вы видите, здесь имеется LED-экранчик, который наглядно показывает настройки этого света. То есть при помощи этого диммера мы можем устанавливать максимальную яркость этого света, либо понизить его прям до 1%. Это тоже очень круто. Не каждый свет может понизиться до 1% яркости. Также, если мы хотим изменить оттенок этого света, то есть холодный либо теплый, просто нажимаем на этот диммер и теперь меняем кельвины. То есть сейчас холодный, как вы видите, а сейчас желтый. Ну и также, как я и говорил, мы можем менять эффекты у этого света. Их достаточно много. Итак, для того, чтобы нам включить эффекты различные, мы опять нажимаем на этот диммер. И еще раз. У нас включается эффект, такой стробоскопический. Также крутим, получается, этот диммер, и эффекты меняются. Ну вот это, например, молнии. Также есть эффект, который меняет постоянно оттенок с холодного на теплый. И что-то типа... Не знаю, тоже какие-то вспышки. То есть здесь вспышек очень много. Так, ну и давайте посмотрим максимум эффектов, которые здесь имеются. 10, 11, 12. 12 эффектов мы имеем. Но давайте переключимся обратно на постоянное освещение. В целом, это все настройки этого света. Я считаю, комплектация достаточно богатая за эту сумму. За чуть меньше, чем 5000 рублей вы получаете очень много наворотов, так скажем. Заявленная мощность этого света 60 Вт. Но как нам заявляет производитель на AliExpress, что эти 60 Вт равняются 100 Вт. Я не знаю, как это может быть, что значит 60 равно 100 Вт, без понятия, но можно доверять тому, что это 60 Вт, потому что любой дешевый свет с байонетом Bowens, такой вот светодиодный, как правило, по стандарту идет 60-ваттный. Итак, я сейчас предлагаю взять Octabox и поставить его сюда передо мной, для того, чтобы посмотреть, как изменится вообще картинка вот с этим светом, который сейчас светит, и с этим кубиком, на котором будет установлен Octabox. Да, и еще что очень важно, сейчас мощность 50%, и при этой мощности я могу вообще спокойно рукой вот так закрывать свет. И, как вы понимаете, этот светодиод вообще не особо-то греет. То есть, да, я ощущаю тепло, но он не жарит. Да, и насчет вилки, я просто купил вот такой вот переходничок. В принципе, продается в каждом магазине электрики. Пожалуйста, втыкаем, и теперь мы готовы питаться от розетки. Итак, раньше свет у меня был установлен вот так вот, на эту стойку для микрофона, которую я прикрутил к потолку. И сейчас мы просто накручиваем на резьбу 1/4 сюда, вот так вот спокойненько этот свет. Ну и теперь берем Octabox и устанавливаем его сюда. Он, конечно, огромный. Выглядит, конечно, гигантско. Но сейчас я подрубил свет, и это выглядит вот так. Ну а вот так по итогу выглядит картинка с шикарным софтбоксом. Я сейчас держу в руках пультик. Кстати, в комплекте были даже батарейки для пультика. Очень приятно, что их положили. Спасибо большое. Ну и сейчас на пультике меняем, например, кельвины. Например, на желтый. Держим кнопочку. Также возвращаем в какой-то более холодный. Вот, пожалуйста. Яркость можем увеличивать. До максимума давайте я увеличу. Это выглядит вот так. До минимума могу отпустить. В целом давайте вернем примерно вот так. Если хотим какие-то эффекты, можем заюзать. Самые разные. Этот цвет у меня гораздо приятней, я могу хотя бы регулировать теплоту, вот, потому что прошлый свет у меня светил просто от обычных лампочек накручивающихся. Вот такой вариант для домашнего использования, для такого небольшого студийного использования, да, самое то, идеальный вариант, я считаю. Я очень рад, что я его приобрел. Если я захочу снимать что-то на улице, пожалуйста, батарея NPF вставил, погнали. В целом поделился с вами вот такой вот покупкой, я очень доволен. И наконец-то моя студия стала более профессиональной. Ну и еще один плюс этого пульта в том, что, естественно, вы можете включать и выключать свет через него, не нужно лазить до переключателя. Нажимаем OFF,
выключаем. Нажимаем on, включаем. Все здорово. Если вам нравятся такие подобные ролики с вот такими вот полезными для меня покупками, ставьте лайк. Пишите в комментариях, если вы хотите еще подобные видеоролики. У меня есть о чем рассказать. Я обязательно сделаю еще один выпуск про какие-то самые, наверное, дешевые бюджетные гаджеты, которые нужны, необходимы прям для съемки, для какой-то студии, вообще для организации пространства. Пишите в комментах. Увидимся в следующем видосе. Пока.